Galaxy Life – онлайн-игра в жанре стратегии, разработанная компанией Digital и выпущенная Ubisoft, бета-версия которой увидела свет 8 декабря 2011 года. Это не клон Clash of Clans, так как тот вышел немного позже, 2 августа 2012 года. Сегодня, в виде подкаста, я вам расскажу, как я с ней познакомился, как игра менялась, пока я в нее играл, как она закрылась и что же с этой игрой сейчас. Вы на канале Best Archive Discovery. Начнем. Итак, Galaxy Life — это онлайн-флеш-игра, где тебе нужно строить базы, развивать их и стать лидером всех старлингов в галактике. Познакомился я с ней году 2012, был март на дворе. В то время флеш-игры были самым главным развлечением детей моего возраста. Я тоже не стал исключением. И вот, находясь на одном из таких сайтов, я наткнулся на эту игру. Она сразу привлекла мое внимание, и с тех давних пор мой интерес к Galaxy Life не угас. Будем честны, данная бесплатная онлайн-игра была нацелена на заработок, поэтому игру можно назвать pay-to-win игрой, хотя я в корне не согласен с этим общественным мнением. Без доната развиваться здесь тоже вполне возможно. Вернемся к самому первому сайту. Меня встречал красочный, на тот момент, комикс с предысторией. Она была такова. Жили старлинги на своей родной планете, не знали себе горя и печали. Но однажды из древа жизни родился странный старлинг фиолетового цвета, которого прозвали Firebeat'ом. Его никто не любил, все считали его гнилым. Так оно и было на самом деле. Зло поработило его душу, и он начал уничтожать все то, что старлинги так долго строили. Элдерби, как самый старший старлинг, созвал совет, на котором было решено отправиться покорять новые планеты. Все старшие старлинги выбрали себе корабли и отправились в далекий путь. Но с игроком, избранным, отправился сам Элдерби, чтобы мы смогли с его помощью отстроить лучший мир для наших подчиненных. И вот так герой оказался на нашей новой планете, где по соседству поселился и Элдерби. Но, вот ужас, Firebeat вместе со своим приспешником в лице зеленого старлинга с Парагона обзавелись колониями по соседству с нашим дивным домом. Теперь наша задача — защитить старлингов от нависшей над нами угрозы. Согласитесь, это самый брутальный сюжет для таких игр, где есть четкий злодей и союзник. Для юного меня это было в новинку. После прочтения комикса игра начинается. Нас встречает шеф и отдает приказ строить оборону. Затем отправляет нам мини-отряд элитных бойцов и говорит, что нужно уничтожить колонию Firebeat'а. Спойлер, даже если вы отправите одного бойца, все по скрипту пропадут. После успешного завершения боя нас отошлют обратно на базу, а Firebeat отправит по нашей душе НЛО, чтобы украсть местных жителей. Теперь мы предоставлены сами себе. У нас есть задания, которые следует выполнять, иначе никакого развития не будет. По мере прохождения нам откроются новые строения, войска, фишки и механики, уникальные только для этой игры. Я играл, не зарегистрировавшись на сайте, где-то примерно месяца 3. Да, такое тоже бывало, я просто не ощущал браузер, и никому до этого дела не было. И здесь я столкнулся с проблемой. По соседству со мной находился игрок, на аватарке которого был пес. Начал он играть примерно в то же время, что и я. И тут я совершил большую ошибку, напав на него. Ведь после того, как я на него напал, начался страшный рейд по мою душу. Каждый божий день этот игрок уничтожал мою базу. И вот все эти 3 месяца я тупо не мог развиваться, мой уровень в игре рос, а база нет. Я так и застрял на 3-м уровне, а когда у моего товарища уже была база 5-го уровня, я не мог просто сунуться к нему, потому что мои войска были беззащитны при его могуществе. Но в один прекрасный день, когда на меня он уже не нападал неделю, я накопил мощь и решил отомстить обидчику. Собрался всей своей армией и напал на него. Но, как оказалось, напрасно. Его база была уничтожена. И так я ждал еще недели 2, а потом решил вернуться в его систему, но и там игрока не оказалось. Его аккаунт был либо удален, либо он перенес свою базу в другую систему. После этого я тоже забросил играть. До ноября 2012 года я к ней не возвращался. Но затем случайно узнал, что на Facebook Galaxy Life есть. И с этого момента, с ноября 2012 года по март-апрель 2015 я вернулся к игре. Конечно, приходилось бросать играть из-за учебы, из-за выгорания, и была иная, более веская причина. Но я всегда помнил о ней. В 2015 году я смог прокачать свою базу до 6-го уровня. Для меня это была победа. На тот момент главную базу можно было прокачать до 9-го уровня. Когда я только начинал играть, максимальный был 8-й. Так почему игру я забросил? Очевидно, мертвый онлайн. Я прошерстил более 1000 галактик, что были на тот момент. И все планеты были уничтожены подчистую, никто больше в нее не играл.
Собственно, поэтому я и бросил ее. Ведь главным источником дохода в этой игре были сражения, где ты должен грабить, тем самым пополняя свои банки, чтобы улучшаться. Я бы мог забыть и продолжать собирать, но моя стратегия в те годы была, скажем так, не очень умной. Вместо того, чтобы улучшать свои здания, которые добывают ресурсы, я улучшал все кроме них. Таким образом, у меня за 24 часа могло накопиться только 10% от той суммы, которую могли хранить мои банки с ресурсами. Не очень впечатляет, да? Ну и все, собственно. Так я и бросил игру еще на долгие 2 года. Пока в 2017 году не решил в нее сыграть. Каково мое было удивление, когда я узнал, что Galaxy Life больше нет. Серверы Ubisoft отключил в 2016 году. За 2-3 недели до отключения всем активным игрокам давали по 1500 чипов донатной валюты, чтобы они могли построить все, что хотели, и закончили на позитивной ноте. Но я об этом, конечно, не знал, как и мой одноклассник, который тоже бросил играть одновременно со мной. Расскажу пока о том, как устроена была игра и как она обновлялась. Затем перейдем к самому интересному. Так как я начал играть в 2012 году, некоторые фишки бета не сохранились. Например, в игре был такой тип войск, как Хрот. Раньше он нападал на все типы строений. С обновлением, когда я начал играть, он стал атаковать только оборонительные строения. Это так, к слову. В основном все обновления в игре были нацелены на ивенты, войска и оборону. Итак, всего было 3 типа войск. Наземные, пехота и техника, и воздушные войска. Самым главным нововведением в игру был новый юнит – S-Strike. Представляет собой скоростной юнит, который наносит колоссальный урон, если используется в большом количестве одновременно. Открывается он на 2-м уровне базы. Прототипом данного юнита послужил мотоцикл из одноименного аниме Акира. История его появления в игре описывается так. Firebit создал новый тип войск, и он готовится напасть на нас, используя их. Приготовься обороняться, ибо нам не поздоровится. Не уничтожаем войска полностью, наш инженер разберет их на части и сделает на их основе чертежи, чтобы в дальнейшем создавать такой же тип войск. Лаборатория и ее улучшения. Раньше у игры все войска можно было прокачать до 6 уровня. Со временем появились медали, которые нужно было заслужить, участвуя в битвах Альянса, или купить их за чипы. Сначала улучшить до 7 уровня таким образом можно было только пехоту. Под конец игры уже и технику можно было улучшить до 7 уровня аналогичным способом. Для воздушных войск медалей не завезли, поэтому их улучшить можно было стандартно только до 6 уровня. Еще одним нововведением был новый NPC, да новая турель, Заморозка. Она была доступна с 4 уровня базы, за победу в битве с Рептайлом. Когда-то это был обычный Старлинг, который любил химию, но однажды, когда он проводил эксперимент, все пошло не по плану. Жидкости, которые он смешивал, взорвались и расщепили его на атомы, а также находящуюся рядом лягушку. Через какое-то время Старлинг пришел в себя, а затем началась мутация. Довольно быстро он стал похож на жабу. Его, как и Firebit'а, тоже не взлюбили. Только если Firebit был злым, то этот для Старлингов был просто уродом. Рептайл решил открыть звездные врата и скрыться в глубинах галактики, чтобы построить свою империю в вечной мерзлоте. А точнее, по ту сторону черной дыры. Кстати, разрушить его базу не так-то просто было в те годы. Мне даже с прокачанными юнитами было сложно с первого раза прорвать его оборону. А в основе своей у него оборона только и была. Для быстрого лута данный NPC не годился. Больше новых NPC не добавляли. Как я упоминал ранее, еще одним нововведением стала база 9 уровня. Финальная версия базы давала возможность улучшить ваши турели до максимального уровня. Всего типов турелей было 6. Бомбардир, снайпер, лазерная установка, ПВО, заморозка и миномет. При достижении максимального уровня под ними появлялась платформа. Какие ивенты были в те времена? Самый главный ивент Doomsday. Проходил он в течение декабря месяца 2012 года. Вашими противниками были големы разных стихий. 5-я волна нападений на 5-м уровне базы уже была непроходимой. В конце ивента вам давали Doomsday пак со всеми типами големов. Если не ошибаюсь, на момент окончания игры один полный пак с более чем 50 юнитами стоил 999 чипов. Вторым ивентом для всех стал Хэллоуин, который прошел в 2013 году. Все то же самое. Но пак теперь стоил 800 с чем-то чипов. Ну и ивент, на который я не попал, относился к Стартреку. Описать что-либо оттуда не могу. Знаю только то, что давались какие-то щиты для повсеместной защиты какого-либо участка. С каждым разом у игры появлялось все больше батл-паков и ресурс-паков, которые стоили немалое количество чипов. В принципе, и без них можно было обходиться вполне спокойно. Еще один факт. В то время можно было не иметь друзей от слова совсем. Достаточно было одного NPC – Элдерби. Пока писал, вспомнил еще одно развлечение – создавать старлингов в редакторе.
Для этого был создан отдельный сайт, где можно было кастомизировать своего Старлинга. По завершению можно было разместить его как пост в Facebook, сделать аватаром вашей соцсети или просто сохранить картинку. А сейчас переходим к самому интересному. Как вы могли понять, Galaxy Live закрылась в 2016 году. Все ее серверы были отключены от компании Ubisoft. Казалось бы, все, игра пропала. Но нашелся один энтузиаст, который воскресил игру. Galaxy Live под заголовком Reborn вновь появилась на свет. Это была все та же Galaxy Live, к которой мы привыкли. Когда я узнал о том, что игра детства снова онлайн, это было примерно в 2021, я в час ночи отыскал ее и начал играть. И вот так, до 7 утра я просидел в ней, прокачивая свою базу до 4 уровня. Одно нововведение все-таки было сделано. Юниты, чья задача была собирать ресурсы, сменили тип стоимости. Если раньше их, как и всех остальных юнитов, можно было купить за монеты, то сейчас за их покупку потребовались минералы. В принципе, вполне логично, потому что, исходя из личного опыта, минералов в игре было более чем достаточно. К сожалению, когда владелец решил сменить браузерный заход на лаунчер, я перестал заходить в нее. Через некоторое время и этот сервер закрыли. Так мы во второй раз потеряли Galaxy Live. Так что же сейчас с игрой? Ее забыли? Они не говорят? Как раз таки наоборот. Контора, именуемая себя Phoenix, в 2022 году выкупила права и торговый знак на владение Galaxy Live у Ubisoft и Digital. С сентября 2022 года игра стала доступна в Steam, и онлайн у нее такой же, какой был на старте игры, может даже и больше. Так как это теперь независимый проект, расскажу, что в игру добавили нового. Первое, что бросилось мне в глаза, это огнеметчик. Теперь он мог наносить урон с эффектом горения. От 5 до 15 единиц урона на протяжении 5 секунд. А также в игру завезли лечащего юнита, теперь у каждого типа войск одинаковое количество юнитов. Магазин с батл и ресурс паками открывался только при достижении 10 уровня. Появился бесплатный чип-пак, который выдавался из мистического дружественного куба, а большая его версия покупается за чипы. Теперь стартовый щит держится не 2 дня, а целую неделю. У вас есть шанс по завершению этого времени быть прокачанным мастером. Обновились скины для 7 уровня техники, ну и добавили 7 уровень всем, без исключения, летающим единицам. Понятное дело, медали для этого нужно расходовать. Ну и самое главное нововведение, без друзей ты букашка. Ведь теперь Элдерби не обновляет свои клики помощи, когда у тебя в друзьях никого нет. Только когда у тебя будет от одного реального друга, его счетчик кликов обновится. Что я могу сказать в завершение? Для новоприбывших у вас самая легкая эра. Вы сможете добиться больших высот за короткое время. А для староверов, которые бросили эту игру очень давно из-за невозможности прокачаться дальше, тряхните стариной и вспомните былое. Но, и если здесь кто-то фанат данной игры, отпиши в комментариях, какой уровень стар-базы у тебя, ну и сам уровень тоже. Если я кого-то заинтересовал поиграть в Galaxy Live, всегда пожалуйста. Дискорд у данной игры работает повсеместно. Игра бесплатная, поэтому каждый может скачать ее на свой компьютер. У игры также есть поддержка русского языка. Ну и на этом я заканчиваю свой подкаст. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте про уведомления. Не прощаюсь, увидимся.